Привет и добро пожаловать на мой канал. Меня зовут Полина, и я продолжаю челлендж «Рисуем котиков». Сегодня второе видео из 100. Готовьте свои лапки и пошли рисовать. Все, что вам потребуется: лист формата А5, гуашь, у меня 4 цвета, кисти, карандаш, пластик, палитра. И обо всем по порядку. Начинаем рисовать кота с головы. Произвольно рисуем круг. Не обязательно делать его идеальным. Добавляем 2 уха и круглые щеки. Намечаем передние лапки. Рисуем мордочку кота. Нос и рот будут маленькие, а глаза максимально выразительные. На эскизе, который я рисовала предварительно, взгляд у котика получился более эмоциональный. Все потому, что зрачки были больше спрятаны за брови. Небольшая деталь, но настроение у иллюстрации меняется значительно. Вот и весь рисунок. Готовим краски. Я использую 2 цветных краски, а также черную и белую гуашь. В своем рисунке вы можете менять оттенки и поэкспериментировать с цветами. При работе гуашью важно найти верный баланс краски и воды. Текстура гуаши должна быть мягкой, в меру густой. Для экономии белой краски я смешиваю цвета на палитре, создавая несколько оттенков серого. Так у меня получается несколько градаций цвета. Все оттенки я буду использовать в работе. Рисовать гуашью можно совершенно по-разному. Подробно про гуашь и ее особенности я уже рассказала в предыдущем видео. Обязательно оставлю на него ссылку. Я привыкла рисовать, постоянно меняя оттенок краски. В данный момент меняю темный и светлый серый. Так создается рябь из мазков и оттенков, то, что надо для шерсти. Стараюсь рисовать быстро, чтобы краска не успевала высохнуть и мазки красиво смешивались на листе. Добавляйте в ваш рисунок уникальные элементы. Можно придумать другое окружение нашему котику и немного другой сюжет. Например, кота можно нарисовать летом в траве, яркое голубое небо, солнце и в лапках цветок или травинка с насекомым. Или нарисовать любимую игрушку вашего кота. Не ограничивайте свое воображение. И самого кота можно изменить. Добавить цвета или изменить рисунок его полосок. Чтобы закрасить глаза коту, я взяла маленькую кисть. Она, конечно, слишком маленькая, но другой у меня не было. Переходим к лапкам. Дальнюю лапку делаем темнее, переднюю лапу и часть туловища посветлее. Под головой я тоже прохожусь более темным оттенком серого. Все так же, примакивая кисть, создаю пушистость. Тут мне показалось, что кот получается слишком пушистый и какой-то растрепанный, поэтому более длинными мазками еще раз прохожусь по туловищу. Время добавлять детали. Это полосочки и пятнышки у нашего кота. Начинаю с головы и двигаюсь постепенно вниз. Используя все те же серые оттенки, добавляю желтую краску и заполняю фон. Смешиваю желтый с уже готовыми оттенками серого на палитре. Не забываю добавлять детали на ковер. Чем больше рисунок в размере, тем больше деталей надо будет прорисовать. У меня формат А5, поэтому я решила ограничиться полосочками и точечками в качестве декора. Ярко-желтый цвет я намеренно не использовала для фона.
оставила его для глаз. Не забываем добавить еще и тень от кота. И розовый цвет добавляю в мордочку, в нос и ушки. А для фона использую розовый с остатками серого. При смешении получается очень красивый оттенок. Используя серый цвет как основной и смешивая с ним остальные краски, получаем иллюстрацию в едином колорите. И в самом финале добавляю игрушку коту. Прорисовываю перышки и ленточки. Вот такого простого кота можно нарисовать гуашью. При желании эту иллюстрацию можно превратить в открытку. Рисуйте в удовольствие, просто наслаждайтесь процессом. Подписывайтесь на канал, чтобы не пропустить новые выпуски. И до скорых встреч!